Приветствую вас всех на моем канале Петик из Амстердама. Все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц. Сегодня я хочу поделиться с вами вот таким вот замечательным узором, который я нашла совершенно случайно. Мне нужно было найти узор для одной вещи, от которой мне заказали, и я пролистывала все свои книжечки, которые у меня есть с узорами, и пыталась найти то, что мне нужно. И вот этот узор в книжке, он не привлекал моего внимания никогда. Как-то такая, мне кажется, все-таки невзрачная была сделана фотография. Вот. Но не знаю почему, я решила его все-таки провязать. И когда я его связала, получилось, посмотрите, вот какая красота получается. Я даже сама удивилась. Этот узор можно использовать и для свитеров, и для кардиганчика. И даже если будете вязать из хлопка, можно связать топ-майку такую. С такой вот, она получается такая довольно ажурная, да. Вяжется он несложно. И сейчас я вам покажу, как он выглядит в книжке. Вы, я думаю, со мной согласитесь. Вот фотография в книге вот этого узора. И как-то вот, не знаю, он меня почему-то не привлек моего внимания. Вот, а сейчас я думаю, что это достойно, и его можно использовать в своей работе. Сейчас я вам покажу, как он вяжется. Он вяжется несложно. Значит, раппорт этого узора 3 петли плюс 1 для симметрии и 2 кромочных петельки. Вот сейчас мы с вами наберем. Я наберу, чтобы быстрее это все было дело, я наберу 15 петель самым обычным способом, да. 12, значит, делится на 3 плюс 1 13 и 2 кромочные 15. Значит, я набираю самым обычным способом 15 петель. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15. Вот я набрала 15 петель. Значит, первый ряд, как он вяжется. Берем вторую спицу. Значит, кромочную я снимаю. Значит, раппорт 4 ряда, сказала. Значит, 3 петли плюс 1 и 4 ряда. Значит, первый ряд, кромочную я сняла. И в первом ряду первую лицевую я провязываю лицевую. Это вот лицевая, которая идет для симметрии. Дальше мы делаем накид. Следующую петлю я снимаю. Ниточка остается за работой. И 2 следующие я провязываю просто лицевыми. 1, 2. И вот эту петельку, которую мы просто сняли, не провязав, вот сейчас ее подхватила и через нее протягиваю 2 провязанные петли. Или как бы ее одеваю на вот эти 2 лицевые петельки. Дальше опять накид. Петельку мы снимаем, провязываю 2 лицевых. 1, 2. И вот эту петлю, которую мы снимали, мы ее подхватываем и через нее протягиваем 2 лицевых. Опять накид, петельку снимаю, 2 лицевых. 1, 2. Вот эту петельку, которую мы снимали, мы ее подхватываем и через нее протягиваем вот эти 2. Опять накид, петельку снимаем, 2 лицевых. 1, 2. И вот эту снятую петельку через нее протягиваем 2 лицевых и кромочную. Это первый ряд. Второй ряд. Значит, если вы вяжете поворотным вязанием, второй ряд это изнаночные. И все четные ряды вяжутся изнаночными петлями. Если вы вяжете по кругу, то четные ряды у вас все лицевыми. Здесь ничего сложного нет, да? Значит, второй ряд я сейчас провязываю все изнаночные петельки. Кромочную, изнаночную бабушкиным способом. Так, третий ряд раппорта. Значит, в третьем ряду мы начинаем. Значит, опять я кромочную я снимаю. И теперь мы должны делать опять. В третьем ряду мы делаем немножко наоборот. У нас получается, видите, сдвиг
В шахматном порядке они будут идти, вот эти вот дырочки. Поэтому мы сейчас сначала мы снимаем петельку, потом провязываем 2 лицевых, протягиваем через это, и дальше уже все как мы делали условно в первом ряду. Опять мы делаем накид, снимаем 2 лицевых, протягиваем через снятую, снимаем, то есть накид, снимая петлю, 2 лицевых и протягиваю через снятую. Опять накид, снимаю 2 лицевых и протягиваю через снятую. Опять мы не забываем, теперь здесь после 2 делаем накид, и у нас остается 1 лицевая, это для симметрии, то, что у нас было, и изнаночная бабушкиным способом. Это у нас 3-й ряд. 4-й ряд, как я сказала, четные ряды, мы все будем вязать изнаночными. И сейчас вот я вам покажу для себя, я немножко так вот, как сказать, как легче определять, как последовательно вязать петли, да, потому что все время можно путаться, там 1-й, 4-й, там, значит, где что. Сейчас я вам покажу, как проще это определять, да. Вот смотрите, вот мы сейчас идем условно, у нас 1-й ряд нашего раппорта, и вот я смотрю, вот там, где дырочка, вот видите, она в данном случае дырочка, вот здесь начинаются первые 2 лицевых петельки. Вот, значит, я смотрю, эту я снимаю, значит, вот у меня здесь будут 2 лицевых, вот начиная с дырочки, 1 лицевая, 2 лицевая. Значит, вот эти 2 я, во-первых, первую я провязываю лицевой, это у нас для симметрии, потом делаю накид, вот эту я снимаю перед 2 и потом провязываю 2 и протягиваю. И дальше, если вы правильно начали, ряд уже легко. Опять накид, снимаю 2 лицевых, вот опять лицевая, первая над дырочкой, снятую петельку протягиваю, опять накид, снимаю над дырочкой 2 лицевых, протягиваю, накид, снимаю, 2 лицевых, и ряд закончился, и кромочная. Ну и вот посмотрите, что у нас получился. Получается очень симпатичный узор, да? Я даже сама не ожидала. И смотрится он очень замечательно. И он хорошо подходит для ниточек, которые у вас не очень толстые, да? За счет вот этих снятых петелек, то есть или накинутых, как хотите их назовите, да, узор получается такой более плотненький, да, и поэтому очень хорошо, вот я думаю, что для кардигана такого, даже для летнего кардигана такого длинного, очень хорошо подойдет. Ну вот это все, чем я хотела сегодня с вами поделиться. Я думаю, на самом деле вот этот узор очень достойный, и можно его в свою копилочку заносить. А на сегодня все. Пока-пока. С вами была Светлана. До новых встреч.